Раз цветочек, два цветочек, на добро совьем веночек. Друзья, весна наконец-то полностью вступила в свои права, и каждая лужайка пестреет свежей зеленью и цветами. Яркие, красивые, вошедшие в силу растения так и просятся в руки, чтобы в умелых пальцах мастерицы превратиться в роскошный весенний венок. Вы знаете, само слово «венок» происходит от древнеславянского «дар». Неудивительно, что в народных традициях веночки чаще всего именно дарились. Образ венка встречается почти во всех известных мировых культурах. Это украшение в форме кольца, сплетенного или свитого из цветов, листьев и ягод, и издревле считалось символом вечности, возрождения и непрерывности жизненного круга бытия. Появившийся тысячелетия тому назад как головное украшение, венок приобрел ритуальное и даже магическое значение. Ведь с давних времен венки использовались не только чтобы украсить девичью голову, но и для праздничного убранства жилища, так называемого оберега для дома, а также колодцев и даже домашних животных. Первые письменные упоминания о венках известны человечеству со времен Шумерского царства с XII века до нашей эры. Изображение круглого венка с сплетенными в него лентами было символом богини Иштар, это богиня плодородия. В эпоху античности венок стал еще и символом таланта, ведь в Древней Греции венками из оливы награждали победителей музыкальных, поэтических и спортивных состязаний. Часто венки изображали на барельефах и статуях. А вот Древний Рим привнес традицию вручения венков из лавра триумфаторам за воинские победы. Отсюда и появилось слово «лауреат» от латинского «laureatus», то есть «увенчанный лавром». А за спасение жизни римского гражданина герою присуждался венок из дубовых листьев. Вскоре венки стали изготавливать и из металла. Так появилась корона, символ верховной власти. В некоторых же странах, к примеру, в Украине и Польше венок является частью даже национального костюма. На протяжении столетий венкам придавалось особое магическое значение. Плетение венка из спелых колосьев знаменовали окончание жатвы и сбора урожая. Такой венок после празднования хранили целый год, как залог плодородия и достатка. Символом надежды на вечную жизнь и веры в бессмертие души являлся прощальный венок. А вот рождественские венки из веток хвои стали знаком объединения людей в радости и торжестве добра. Плетение венка – это особый ритуал, который можно проводить лишь с чистыми помыслами. Особое значение придается и растениям, вплетаемым в венок. Так роза всегда считалась символом красоты и знатного происхождения. Барвинок – символом вечности и долгой любви. Калина отождествлялась девушкой в расцвете юности. А вот базилик олицетворял собой плодородие и семейное счастье. Ромашка – верность, а цветок лилии – чистоту. Листья мяты в венке были пожеланием здоровья, а березовые веточки символизировали свет и начало весеннего пробуждения природы. Листья дуба вплетали в венок, чтобы заручиться его силой, а полынь и рябину добавляли, чтобы защититься от злых духов. Венки считались настоящими знахарями души. Подаренный венок можно было читать как книгу. Особое место занимает свадебный венок. Как и другие атрибуты бракосочетания, имеющие круглую форму – кольца, каравай, он является символом цельности, нерушимости обетов и перехода в новую жизнь. Не зря же добрым пожеланием для молодых было «пусть живут, как венки вьют».
Считалось также, что если зашить свадебный венок в брачную постель, то это принесет молодой семье любовь и согласие на долгие годы. Традиционный в странах Европы флер-д'оранж, это венок из цветов апельсина, был к тому же символом девичьей чистоты еще со времен Средневековья. В те же времена самым желанным подарком, о котором мечтал каждый рыцарь, был венок из маргариток, подаренный предметом его обожания. Такой знак внимания со стороны прекрасной дамы означал взаимные чувства и считался знаком согласия. Преподнесенный же юноше венок со стручками гороха был обидным отказом. Один из главных праздников стародавней Руси – это День Купалы. И обязательным атрибутом праздничных игрищ всегда был купальский венок, волшебный, наделенный магической силой и идущий от матери природы. Вечером накануне Ивана Купалы девушки плели венки из любимых цветов, украшали их лентами, зажженными свечами и пускали в воду. Так издавна гадали на девичью долю. Плывущий веночек предвещал скорое замужество, а вот утонувший был вестником невзгод. С цветочными венками и по сей день связаны интересные поверья и магические обряды. Один из них очень простой и веселый. Гадая на скорое замужество, девушки забрасывают свои веночки на дерево. И чей раньше зацепится за ветви, та раньше всех встретит своего суженого. Еще один интересный обряд помогает увидеть вещий сон. В ночь с четверга на пятницу положите под подушку сплетенный днем венок, который вы уже успели поносить на своей прическе. Так вы сможете заглянуть в ближайшее будущее. Если вы чувствуете упадок сил, выйдите на берег реки или моря, сплетите из растущих поблизости цветов венок и опустите его в воду. Наклонитесь и трижды умойтесь водой из венка. Ваша усталость как рукой снимет. Считается также, что на Юрьев день вода, налитая из кувшина в стакан через венок, обладает чудесной силой. Ну а если протащить детскую одежду через венок, сплетенный матерью, это даст малышу защиту от болезней из глаза на целый год. Свивайте, друзья, веночки, плетите их на радость и здоровье, ведь традиции венков уходят корнями в далекое прошлое, а в основе создания этого красочного оберега лежит любовь к природе и родной земле. Будьте благополучны и счастливы. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу.